Декорируем садовый горшок в стиле мозаики Гауди. Плиточки из водостойкой массы. Для массы клей ПВА 125 грамм, цемент 120 грамм, мука 100 грамм, туалетная бумага 5 грамм. Смешиваем муку и цемент. Туалетную бумагу расслаиваем и погружаем в клей. Добавляем цемент и муку. Две столовые ложки уксуса. Смазываем руки жирным кремом или маслом. Масса не пачкает руки и не прилипает к ним. Из этой массы делаю плиточки для мозаики. Мне понадобятся плиточки разных форм и размеров. Масса из цемента водостойкая, именно поэтому я использую ее в этом проекте. Это авторский рецепт от канала Cheerful Craft. Ссылка в описании. В оригинальном рецепте я заменила салфетки на мягкую туалетную бумагу, так как она лучше растворяется в клее. И еще я уменьшила порцию в 4 раза. Автор утверждает, что масса хранится до 2 месяцев в герметично закрытом пакете при температуре не выше 23 градусов. Я же советую не хранить эту массу вообще, так как ее придется оживлять с помощью воды и долго разминать жирными руками. Это мой второй опыт работы с массой из цемента. Ссылка на первое видео в описании. Хочу проверить усадку. Квадратики 2 на 2 сантиметра. Мозаика будет в стиле Гауди. Она будет состоять из разноцветных сегментов. И вдохновил меня вот этот сувенир из Барселоны. Плиточки сохнут очень быстро, но полностью затвердели за 2 дня. Давайте посмотрим усадку. Очень незначительно. У меня старый керамический горшок. Приклеивать буду по сегментам, подбирая элементы подобно пазлю. Я клею на монтажный строительный клей, жидкие гвозди. Он бывает разных цветов, лучше взять белый. Подойдет плиточный клей. Можно приклеивать и на любой другой материал, даже на шпаклевку. Но для пластиковых горшков шпаклевка не подходит. Окрашиваю акриловыми красками. Характерно использование разных оттенков одного цвета в каждом сегменте композиции. Совсем не обязательно иметь много оттенков. Можно смешивать базовые цвета. Например, синий и холодный красный. Получаем темно-фиолетовый.
Когда краска высохнет, покрываем 2-3 слоями лака. Даем лаку как следует высохнуть и затираем. У меня шовная затирка для керамической плитки. Она бывает разноцветной. Наносить удобно шпателем, а вот затирать лучше всего пальцем. Стараюсь сразу убрать лишнее с плиточек. В конце концов, это не смальта или керамика. Даю затирке схватиться примерно полчаса и протираю мокрой салфеткой. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.